Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про очень важную беззеркальную камеру Olympus OMD EM5. Я уже делал ранее обзоры на другие камеры из серии OMD. Я показывал их самый первый флагман OMD EM1. Также у меня был ролик и про самый простой из всей серии, да, получается, это самая упрощенная модель в OMD серии EM10. Так почему же я именно EM5 называю очень важной беззеркальной камерой? Ну, тут целый ряд причин на это. Ну, во-первых, это просто очень красивая, симпатичная камера, потому что она похожа визуально по своему стилю на старые еще пленочные компактные зеркальные камеры OM, собственно, Olympus. Ну и это первая, в общем-то, камера такая серьезная, которая появилась у Olympus в системе Micro 4 третьих, и она стала самой первой как раз-таки в их серии OM Digital. Во-вторых, у EM5 очень много интересных технических решений, которые в дальнейшем стали, по сути, стандартом для последующих всех беззеркальных камер. Камера вышла в 2012 году и стала, собственно, первой беззеркальной камерой, у которой установлен пятиосевой матричный стабилизатор. Или вообще, в принципе, первой камерой среди всех, у которой установлен был пятиосевой матричный стабилизатор. То есть трехосевые это были, конечно же, уже очень давно, еще в нулевые, и у самого Olympus были установлены в зеркалках в системе 4 третьих, и у Pentax уже стояли, и у Minolta, и у Sony были стабилизаторы по трем осям. Но вот именно пятиосевой, который еще также реагирует на скручивание в двух дополнительных плоскостях, тут эта технология появилась впервые. К тому же EM5 стала одной из первых беззеркальных камер, у которой появилась пылевлагозащита, может быть вообще даже первая. Я, честно говоря, так глубоко не закапывался, не анализировал рыночек, что там было в 2012 году, но, по-моему, насколько я вот осведомлен, вроде бы другой пылевлагозащищенной именно беззеркалки на тот момент просто не было. Это такой тоже своего рода первопроходец. И, кстати говоря, несмотря на то, что у камеры только контрастная система фокусировки применялась, тем не менее, похоже, что это действительно первая камера, у которой появилась фокусировка по глазам людей. Ну, то есть у многих других производителей уже сколько-то лет была фокусировка просто по лицам, которая, в принципе, лица хорошо определяла. Иногда, правда, определяла лица там, где их нет, там где-нибудь в кустах, каких-нибудь ветках начинала их искать. Ну, это ладно. И, в общем, я к чему? Потому что фокус, может быть, и небольшим количеством точек обладал, и был только контрастный, но помимо того, что лица, он такие и глаза очень даже неплохо в кадре определял. Ну и выход OMD EM5 для Olympus ознаменовал, собственно, момент такой прощания с их зеркальной системой 4 третьих и окончательный уже переход полностью на рельсы Micro 4 третьих. Их коллеги по стандарту этому, они, Panasonic, да, они перешли еще в 2008 году, сразу же, как только выпустили Panasonic Lumix G1, все, больше они зеркалок не выпускали, сразу же стали делать с 2008 года только беззеркальные камеры. А Olympus, они параллельно выпускали и беззеркалки из серии Pen, то есть маленькие, более-менее такие, да, там любительские, стильные какие-то компактные камеры. Вот это было уже на микре, но при этом они параллельно продолжали выпускать еще и зеркальные, как более серьезные какие-то аппараты с большим количеством органов управления, кнопочек и так далее, в системе просто 4 третьих, еще зеркальный. Хотя, конечно, все эти деления, в общем-то, довольно условные, и по большому счету все ограничения, которые любой производитель накладывает на какую-либо технику, они чисто маркетингового плана, то есть ты какую-то делаешь камеру попроще, для того, чтобы она была подешевле, да, там, а какую-то посложнее, хотя у них, в общем-то, железо может быть одинаковое. Ну и давайте сейчас я уже камеру в руках покручу, покажу вам, как она устроена. Только не пугайтесь, что у меня будут две разные камеры там задействованы, да, при показе, потому что я сначала отснял кучку фотографий с прикольной серебристой и не очень ушатанной тушкой, а потом уже на самом деле-то я пользовался все-таки черной камерой, которая была уже такая довольно сильно уставшая, потертая, повидавшая там некоторое дерьмо, скажем так. Ну, тут вопрос был скорее в экономии средств, потому что, камеры я все-таки покупаю за свои деньги в основном, и вот
я просто нашел наиболее дешевый вариант, который я мог себе на тот момент позволить, и мне, в принципе, для теста было и черненькой, ушатанной более-менее достаточно. Потом я, в общем-то, продал ее за те же деньги, к счастью. Ну, а так, вообще, если есть желание поддержать канал, то можете подписаться по ссылке в описании на Boosty, и можете также еще и в Telegram сразу же заскочить, там тоже бывает интересно. Спереди тут нет никаких органов управления, ну, кроме кнопки фиксации байонета, ну и лампы подсветки вот этой небольшой. Корпус, конечно же, металлический, из магниевого сплава, и он такой маленький и легенький, его буквально можно там двумя пальчиками держать. Хват, конечно, здесь невелик, но сзади имеется достаточно большой, такой мощный выступ для большого пальца. Корпус покрыт вот во всех местах соприкосновения, да, качественной резинкой. У серебристой версии она такая имеет текстуру под кожу, у черной версии она такая вот ребристая. Не знаю, мне вот это, честно говоря, такая шершавенькая даже больше нравится, чем косящая под кожу. Если хвата имеющегося недостаточно, есть, конечно же, дополнительная ручка хват. Там, да, если ты, допустим, про стекла какие-то здоровые будешь использовать, тебе будет тяжеловато, да, ее держать будет перевешивать, разбалансированно ощущаться камера. Конечно, можешь дополнительную ручку хват прикрутить, также она там двухсоставная, можно подключить еще и батарейный блок снизу, ну, у меня ее нет, к сожалению, поэтому не могу это продемонстрировать. Есть только вот такая вот немного колхозная китайская, вот так вот она выглядит, и, в принципе, даже с ней уже очень комфортабельный становится хват. Ну, как на мой взгляд, вполне себе хорошо в руке тогда лежит. Сверху слева здесь находится колесико выбора режимов съемки. В середине находится горбик с видоискателем. Здесь, конечно же, EV на 1 440 000 точек. Несмотря на то, что разрешение по сегодняшним меркам звучит, ну, не очень-то впечатляюще. Ну, и по нему довольно-таки удобно, на самом деле, визировать, особенно если какой-то солнечный день. Ну, и такой горбик большой, он скорее, на самом деле, дизайнерское решение, чтобы было больше похоже на классическую какую-нибудь пленочную зеркалку из серии OM. На самом деле в нем в таком большом горбе тут необходимости нет. Ну, плюс еще здесь вот под этот дурацкий проприетарный разъем место отведено. Ну, в общем, такое странное решение. Справа с краю находятся две кнопки. Это запуск видеозаписи и программируемая FN2. Они отличаются и находятся на разной высоте, видео даже чуть-чуть утоплено. Короче, случайно не запутаешься даже вслепую. Но я все равно видео это переназначил и вообще на нее другую функцию повесил. Все равно видео на эту камеру я писать не собираюсь. Рядом два колесика для изменения параметров. Их тоже можно поменять местами, как удобнее, направление им задать и так далее. Единственное, что вот переднее оно находится удобно, вполне себе комфортно. А вот заднее, когда ты держишь камеру вот так, тебе прям надо перехватиться, особенно если у тебя объектив надет, и оно далековато. Не очень удобно расположено. В целом можно на самом деле и это менять, и это, но тут есть риск того, что ты оба случайно указательным пальцем заденешь и собьешь, что-то не так сделаешь. Короче, не совсем удобно расположено, ну такой первый блин комом, назовем это так. Кнопочка спуска, кстати, довольно приятная, с ощутимым полунажатием. Что я, в общем, люблю. Не люблю, когда жмешь, и у тебя сразу снимок, а ты не успел даже ни о чем там задуматься. Сзади большую часть корпуса занимает отличный большой 3-дюймовый сенсорный экранчик с разрешением, правда, не очень высоким, 610 000 точек, и он не LCD, а он OLED. Разве что Samsung ставили в свои камеры AMOLED-дисплей. Ну и, как вы понимаете, OLED значит более точные цвета при визировании, достойная яркость даже на солнце, ну и настоящий черный цвет. Ну и экран он имеет откидную конструкцию, то есть можно вверх, вниз его отгибать. Ну, не во всех плоскостях, к сожалению, гнется, только вверх и вниз. Причем механизм у него довольно надежно выглядит, у него там все шлейфы аккуратненько пропущены, и, в общем-то, не переживаешь за него. Рычаг включения, как у EM10, в очень неудобном месте. Мне не нравится такое расположение. Рядом с ним находится кнопка удаления. Сверху в зоне доступа большого пальца вот здесь вот, да, находятся еще две кнопочки. Это просмотр и FN1. Опять же, ты можешь FN1 там запрограммировать, как тебе заблагорассудится. Хотя тут
И так, в общем-то, все можно кнопки перепрограммировать, это не проблема. Ниже у нас находится меню кнопка, кнопочка «Инфо». Она меняет отображение элементов на экране, ну и показывает справки в меню. Крестовина с 4 стрелочками по умолчанию отвечает, конечно же, за перемещение точки фокусировки. И в середине кнопка «Ок». Во время съемки, если ты «Ок» нажимаешь, то вызывает она быстрое меню. Все удобно, ну, кроме рычага включения, пожалуй, который вот здесь вот в очень дурацком месте находится. Справа здесь отсек для карты памяти. Одну единственную SD-шку сюда можно вставить. Ну, как бы окей. И он, кстати, довольно неплохо защищен. Тут резиночка прям ощущается. А вот слева, как и в первой единице, такое дурацкое решение с резиновой заглушкой. Ты ее не можешь никак открыть, пока экранчик не отодвинешь. То есть тебе надо экранчик отогнуть, и потом ты можешь уже заглушечку вот эту вытащить. Там у нас находится microHDMI и проприетарный USB, который мне тоже не особо нравится. Он меня, я бы даже сказал, немножко бесит, потому что сейчас кабеля у меня для него нет, приходится через картридер гонять постоянно фотки. Это не нравится мне. Резьба для штативной площадки отнесена достаточно далеко от батарейного отсека. То есть, в принципе, если ты площадку сюда поставишь, то у тебя это не будет блокировать его. В батарейном отсеке, собственно, находится у нас батарейка BLN1, которой хватает, ну, примерно на 300-350 фоточек, что, конечно же, не густо. Ну, здесь есть контактная площадка для подключения дополнительного хвата или батарейной ручки, или того и того одновременно. Ну, я заглушку потерял, поэтому здесь вот такая колхозная наклеечка, чтобы просто контакты не окислились на всякий случай. Ну, а в целом камера, конечно, довольно-таки красивая, стильная и удобная. К тому же она имеет влагозащиту, так что можно с ней даже юзать, наверное, про стекла или защищенные какие-то праймы, особо не беспокоясь о непогоде. Ну, вот с этой, конечно, конкретной моделью, которая сейчас у меня в руках, я бы, наверное, экспериментировать не стал. Она довольно уже такая подушатанная. Тут, возможно, влагозащита уже отсутствует. В EM5 установлена матрица формата микро 4 третьих на 16 мегапикселов, и, к сожалению, она еще со сглаживающим фильтром, то есть номинальная резкость у нее будет, конечно же, чуть ниже, чем у любой другой камеры с матрицей тоже на 16 мегапикселов, но у которой вот этого, собственно, антимуарного фильтра нет. Ну и этот светочувствительный сенсор, который в EM5 установлен, он точно такой же абсолютно, как был установлен в более поздней и слегка упрощенной модели EM10, на которую у меня уже есть обзор, так что все, что я говорил про качество картинки у EM10, в общем-то, оно справедливо и для EM5. Динамический диапазон с переходом на вот эту новую матрицу 16-мегапиксельную после убогонькой 12-мегапиксельной, которая прям была очень плохая, он, ну, действительно очень хорошо апнулся, хороший серьезный апгрейд получил, и камера, в общем-то, снимает такие кадры, которые потом очень не стыдно тянутся на постобработке динамического диапазона. Там примерно, ну почти что как у актуальных кропов того времени, то есть, ну, это достаточно хороший динамический диапазон, но это, опять же, я говорю только про базовое ISO в 200 единиц. Ну, а с шумами-то понятно, что не все так гладко. Ну, там смело можно считать 1600 единиц это прям максимальным потолком, где еще какое-то удобоваримое качество имеется у картинки. А так, в целом, до ISO 800 можно снимать достаточно безболезненно, то есть там не будет ничего прям уж серьезно как-то разваливаться. Да, динамический диапазон будет плавненько так снижаться, скукоживаться, но если ты более-менее правильно все проэкспонировал, то и на 1600 можно какие-то нормальные кадры получить.
Но если уже прям какие-то серьезно сложные условия съемки, и ты снимаешь, например, какой-то экшон, то тут уже надо или какое-то освещение продумывать, или вспышку задействовать и так далее. Ну, чтобы как-то, да, подсветить, заморозить и так далее, чтобы ISO при этом не поднимать. Ну, а если ты снимаешь что-то не движущееся, ну, что-то статичное, и при этом у тебя темно, то, в принципе, можно без каких-либо, опять же, проблем все это компенсировать удлинением выдержки, потому что, как я уже рассказывал, у этой камеры один из самых крутых на тот момент, ну, наверное, вообще-то самый, наверное, крутой на тот момент, когда она вышла, матричный стабилизатор 5-осевой, который позволяет делать, ну, просто сумасшедшие длинные выдержки, почти что секунду с рук, без какого-либо применения штатива, без каких-либо при этом смазов. Электронного затвора, вот, к сожалению, нет. Здесь только механически задействован. И он, конечно, не громко, не скажу, что он прямо как-то сумасшедше громко шлепает, но все же звуки-то есть, когда ты снимаешь, такой небольшой щелчок слышен, и поэтому, пожалуй, стрит не так комфортно снимать, как хотелось бы. К тому же говорят, ну, я так форумы немножко, да, полистал, почитал, что там вообще люди пишут про эту камеру, и очень много отзывов у людей, которых этот затвор помирал гораздо раньше заявленного срока, то есть затвор такой прям у EM5 не сильно надежный, скажем так. Автофокус хоть и контрастный, но я бы не сказал, что он прям какой-то супер уж медленный. Это вполне себе обычный, нормальный автофокус для беззеркалки, которой 10 лет. То есть он, конечно же, своими алгоритмами устаревший, он может тупить, быть слегка с ебанцой, скажем так, но при этом в большинстве все-таки ситуаций он может там как-то и где-то подглючивает, но в большинстве ситуаций все же работает вполне себе нормально, особенно если ты фокусируешься по одной точке, он быстренько делает такой прогон взад-вперед линз и, в общем-то, чаще всего попадает куда тебе надо. Цвет из камеры получается довольно-таки приятный, в 90% случаев там все в полном порядке, но изредка автоматический баланс белого бывало, что да, куда-то заносило слегка куда-нибудь в зеленцу, куда-нибудь в холод слишком сильно, ну, опять же, это более-менее поправимо и явление достаточно редкое. То есть, ну, баланс белого в 90% случаев реально отрабатывает вполне неплохо. Устарела камера на сегодняшний день, конечно, уже прилично. Кое-какие косяки в эргономике наблюдаются. Ну, как вот, например, да, дурацкое расположение, собственно, колесиков, регулирующих параметры, которые я ранее упоминал. Чувствуется, когда ты держишь ее в руках, что камера, в общем-то, в целом, да, классная, но опять же, в этот же момент у тебя параллельно чувствуется, что она немного сырая, какая-то слегка недоработанная и не до конца продуманная. Хотя даже сегодня без каких-то особых проблем на нее можно получить вполне себе приличные кадры. Может быть, не какие-нибудь там невероятные шедевры на все времена, но качество картинки с этой камеры даже вот сегодня вполне достаточно для публикации где-нибудь в соцсетях, и в принципе она снимает
нормально. Ну, если вдруг вы зададитесь целью найти эту камеру где-то на вторичке, не слишком ушатанную, и у вас это получится, то к ней можно вполне себе прицепить, опять же, не сильно дорогой кит, который у них был влагозащищенный, кстати говоря, 12-50 мм, что в эквиваленте 24-100, к тому же еще и с макровозможностями, то есть такое достаточно хорошее универсальное стекло, у меня на него обзор на канале также есть. Они выходили примерно в одно время с EM5, ну там он чуть попозже появился этот объективчик для нее, она стала с ним в ките даже, в общем-то, выходить. Так что, если их вот так сочетать, то получится достаточно симпатичная и при этом практически неубиваемая комбо для съемки где-нибудь в путешествиях. То есть у тебя достаточно компактная, легкая камера с не особо крупным, так уж прям скажем, объективом, у которых и есть пыль и влагозащита, то есть ты не боишься каких-то там песков, не знаю, дождей, тебе, в общем-то, похер на какие-то погодные условия. Единственное, что если вы где-нибудь на море будете снимать, обязательно камеру после того, как на море поснимали, протирайте влажной тряпочкой, потому что, ну, могут быть разные неприятные высолы где-нибудь появляться, и ну, соль, которая в воздухе витает, все равно воздух-то влажный, она может резинки повреждать, и тогда уже о влагозащите можно будет забыть, чтобы вот резинки не деградировали, вообще камера как бы не портилась, немножко такой слегка смоченной влажненькой тряпочкой камеры протирайте. Такой вот тоже, кстати, совет вам полезный. Ну и, в общем, EM5 это не самый плохой способ для того, чтобы причаститься серии OMD. Если у тебя, допустим, какой-то устаревший пен есть, то на нее, в общем, можно перейти, и это будет прям такое серьезное улучшение для человека. Но с другой стороны, если тебе какая-то влагозащита особо не нужна, то я бы лучше, конечно, там за копейки, за те же, да, примерно деньги взял какой-нибудь EM10 первый, потому что он все-таки уже посовременнее, кое-где там расположение органов управления получше стало, ну и там процессор пободрее, поновее. В общем, камера все-таки пошустрее уже. Ну, а я надеюсь, вам было интересно посмотреть мое видео. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Ставьте лайки обязательно. Пишите в комментариях, если у вас какой-то опыт был, допустим, да, с OMD EM5. Ну, я желаю вам удачи, хороших снимков и до новых скорых встреч.